Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я покажу более профессиональный способ построения базовых выкроек для кукол. Такой метод отлично подойдет для кукол БЖД и нестандартных кукол. Для работы нам понадобится бумага в клетку. Для наглядности я буду рисовать здесь. Сама модель и, конечно, швейный сантиметр. Также можно измерять веревочкой, прикладывая ее к линейке. Начнем с построения спинки. Измеряем обхват бедер. Делим это число на 4, так как выкройка составляет четвертинку изделия. Откладываем отрезок в горизонтали и ставим точки А, А2. Откладываем вниз от этих точек длину изделия. У меня это будет 9 сантиметров. От точек А и А2 откладываем вниз длину груди. И если у куклы грудная часть маленькая и пухлые ручки, прибавляем 5 мм, чтобы легче было пришивать рукава. Ставим точки Г и Г2. Также от верхних точек откладываем длину талии Т и Т2. И от верхней же откладываем длину бедер Б и Б2. Измеряем обхват шеи. Опять же делим на 4 части. От точки А вправо откладываем эту четверть и ставим точку А1. Вниз от нее отмеряем 5 мм для горловины и скругляем угол. От А1 откладываем вправо ширину плеча и ставим точку П. Для скоса плеча отступаем вниз 5 мм и соединяем точки А1, П1. От P1 проводим вниз прямую до линии груди Т1. Соединяем P1 и Г2 плавной кривой. Получилась пройма рукава. Для приталенного силуэта можно сделать выточки. Для боковых я отступаю от края 5 мм по линии талии, точка Т1. И соединяю Г2 и Т1. От Т2 откладываю 1 см вниз, точка В, так как у моей куклы там заканчивается выемка. И соединяю Т1 и В. От точки А1 проводим вниз прямую до линии бедер. Ставим точки Г3, Т3 и Б1. От Т3 вправо и влево откладываем по 3 мм для внутренних выточек. Лучше всего сделать выточки небольшими и потом скорректировать на самой кукле. Если нужно, расширяем линию низа и вырезаем выкройку по красным линиям. Теперь начертим полочки переда. Повторяем разметку базовых длин. Откладываем четверть обхвата горловины, ставим точку А1 и от нее вниз откладываем желаемую глубину выреза спереди. У меня это будет 1,5 см. Точка А3. Соединяем плавной кривой. От А1 откладываем влево ширину плечевого ската. Точка П. От точки А1 откладываем вниз прямую до линии груди. От точки П откладываем вниз 5 мм для скоса плеча. Соединяем П1 и А1. Теперь рассчитаем верхнюю нагрудную выточку. Измерим ширину груди от одной подмышки до другой. Сперва над грудью, затем по высшим точкам груди. Вычитаем из второй величины первую. Это и будет раствор выточки. Откладываем его от точки А1, ставим точку В. От точки В откладываем длину плеча за границу схемы. Для завершения выточки соединяем В и Г1. Продлевая ее вверх таким образом, чтобы эта линия была равна А1, Г1. Соединяем край отрезка с точкой P2. Соединяем P2 и Г плавной кривой, формируя пройму. От точки А1 откладываем вниз прямую до линии бедер и так же как на спинке откладываем разметку для боковых и внутренних выточек. Также, если нужно, расширяем низ. Вырезаем выкройку по красным линиям. Теперь построим выкройку для брючных изделий. Здесь удобно будет делать переднюю и заднюю часть одновременно. Измеряем расстояние от талии до щиколотки и начертим вертикальную линию.
ставим точки Т и Д. Измеряем расстояние по боковой линии от талии до бедер и от талии до шагового шва. Откладываем соответствующие отрезки и ставим точки Б и Ш. Через все точки проводим горизонтальные линии. Измеряем расстояние от боковой линии до середины спины по линии бедер. Откладываем его влево от точки Б. Ставим точку B1. Аналогично отмеряем расстояние спереди и откладываем вправо. Точка B2. Через эти точки проводим вертикальные линии по всей длине. В местах пересечения линий ставим соответствующие точки. Теперь нужно измерить глубину шага. Прикладываем что-нибудь прямое, например, зубочистку, и измеряем расстояние от середины внутренней части бедра до метки. Аналогично измеряем и спереди. Откладываем соответствующие отрезки спереди и сзади от точек Ш1 и Ш2. Соединяем точки Т2 и Б2 по прямой, а Б2 и Ш4 по дуге. От точки Т1 откладываем вправо 3-4 мм, ставим точку Т3. Соединяем Т3 и Б1 прямой, Б1 и Ш3 по дуге. Находим место начала скругления ягодицы и отмеряем от него расстояние до середины спины по горизонтали и до линии бедер по вертикали. И откладываем отрезок B1В по горизонтали и отрезок В1 по вертикали. Точка В1 и будет вершиной задней выточки. Измеряем расстояние от середины переда до бокового шва по линии талии и отложим его от точки Т2 до точки Т4. Соединяем Б и Т4 по дуге. Измеряем отрезок ТТ4 и откладываем такой же от точки Т влево до точки Т5. Также дугой соединяем Б и Т5. Отмеряем расстояние от бокового шва до выточки сзади по талии и проводим отрезок Т5-Т6. Также отмеряем по талии расстояние от линии выточки до середины спины и откладываем отрезок Т3-Т7. Соединяем по прямой В1-Т6 и В1-Т7. Это и будет выточка. От точек Ш3 и Ш4 проведем вертикальные прямые до пересечения с линией длины изделия. Ставим точки D1 и D2. Теперь измеряем обхват стопы в самом толстом месте с захватом пяточки. У меня это 3 см 4 мм. Опять же делим это число на 4. Откладываем эту четвертинку от точки D влево и вправо, а также от точки D1 и D2 в стороны центра выкройки. Проводим прямые отрезки Ш3-D5, Ш-D3, Ш-D4 и Ш4-D6. Вырезаем по красным линиям. Теперь накладываем выкройку на куклу. И если нужно, корректируем пропорции. Для лучшего результата можно сшить макет из ненужной ткани и еще лучше скорректировать все пропорции. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!